Всем привет! У нас сегодня 29 выпуск. Представляете, 29 выпуск чтение с комментариями. Мы продолжаем читать Ральфа Блюма. Уже с вами прошли 121 страничку. И сегодня у нас руна Перт. Опять же напомню, что мы проходим не по классическому футарку, а мы проходим по позициям, которые предлагает Ральф Блюм. Ну, в свое время я опробовал этот круг активации, пройдя в таком варианте, как предложил Ральф Блюм. Я вам скажу, это очень хороший опыт в разброс проходить руны. Но это при условии, что перед этим вы прошли футар. Потому что это уникальный опыт, который каждый практик, наверное, я бы рекомендовал бы попробовать. Хороший опыт им. Идет совершенно иные ощущения. Но новичкам лучше проходить по футар. Ну и, естественно, ссылки в описании, вы можете найти данные относительно моего курса, если вам интересно. Ну, чтобы не затягивать и много не рассказывать о разных вещах, я в любом случае как-нибудь там занесет, знаете как. Вот. То тогда я вам все равно интересненькое расскажу. Давайте мы начнем сразу читать. И, как всегда, традиционно мы с вами будем смотреть на эту руну относительно древа Игдрасиля. Инициация – то, что скрыто. Вот так выглядит руна Перт. Такой вот, как мешочек такой вот. Как всегда, рассматриваем руну как элемент става. Ну, во-первых, обратите внимание, что это руна Лагус, прямая, это то, что я вижу. И, например, руна Лагус зеркальная перевернутая, что тоже очень интересно. Также обратите внимание, что есть как бы условно, кто так может посмотреть, символично две руны Кена, смотрящие вовне. Да? Тоже вот момент, который очень интересен. Если мы начнем вращать по оси руну Перт, она вообще будет как такой вот жучочек с лапками. Тоже интересно, да? Вот. Это все подсказки, будем так говорить. Это все то, что нам может дать какие-то понимания. Ну, руна Иса, само собой, в вертикальной черте. То есть в какой-то степени инициация, я ее называю эту руну посвящение. И я сейчас расскажу, как я ее трактую. Естественно, это руна обратимая, есть прямое перевернутое значение, и Ральф Блюм точно так же ее определяет как прямую и перевернутую. И руна, которая дает вот некое такое спокойствие, да? Открытие, ее еще называют тайна. Если вы помните, руны называют тоже тайна. Да? Руны тайна, Перт тоже определенная тайна. Некоторые рунологи ее трактуют как мешочек, как скрытая тайна. То есть, как мы вытаскиваем руны из мешочка, это открытие тайны. Открытие тайны. В некоторых трактовках прямая руна говорит о некой сексуальности или желании сексуальности, или желании зачать, как утроба. Еще рассматривают. Некоторые трактовки есть, что это развершееся чрево, родивший беркан. Такой тоже вариант. Пожалуйста. Это как то как. Но во всем есть определенный ключ. Я еще трактую эту руну как открытие будущего или неведанное будущее, которое открывается для нас. А перевернутая руна – это закрытое прошлое.
Ну и аналогично сексуальности. Сексуальное желание — прямая руна, отсутствие сексуального желания или либидо — перевернутая руна. Можно ее и так рассматривать. В всяком случае, эти трактовки, они присутствуют в некоторой практике, о них говорят. Я же ее рассматриваю в духовном аспекте. Это посвящение, которое является в определенном смысле таким вот, знаете как, охватывающим слово, которое охватывает все аспекты, о которых я говорил перед этим. Так что интересная руна. Она точно так же, как вот вчера мы рассматривали с вами руну Урус, она на древе Игдрасиль соединяет два мира. И это уже интересно. Два мира, как и Урус, она соединяет Мидгард и Ванхейм. И тут мы можем рассматривать, что руна, которая создает посвящение во времени, да, то есть время, которое мы посвящаем, дает результат. То есть любые сеяния времени открывает тайну результата или открывает нам возможность получить результат. То есть, иными словами, посвящая себя какому-то делу, рано или поздно это дело приносит результат. И я вам хочу сказать, что если мы таки посвящаем себя каким-то делам, и мы настойчиво в этих делах развиваемся, то мы обязательно можем добиться ингус, добиться результата. Вот это относительно древа Игдрасиль. Естественно, что во многом можно еще рассуждать о древе Игдрасиль, давать трактовку, но я прошлую встречу затянул на час примерно. Там много чего интересного наговорил. Посмотрите предыдущее видео руна Урус, там есть много интересного. Сегодня я настроен не стягивать, а заняться непосредственно заявленным чтением, но, естественно, с комментариями. Читаем первый абзац и размышляем. Иератическая или мистериальная руна Керт указывает на то, что находиться за пределами наших слабых возможностей делания, что находится, не находиться, а находится за пределами наших слабых возможностей делания. Эта руна пребывает в плане небес, непостижимого, и ассоциируется с фениксом, мистической птицей, которая сжигает сама себя, а затем возрождается из собственного пепла. Пути Перт таинственный и неисповедимый. Вы знаете, мне ассоциируется Перт, и, в общем-то, покровительницей Перт является таинственная Фригg, жена Одина, великая богиня, которая как бы находится всегда в тени Одина, но без совета с Фригг Один мало что делает. Но это нормально для пары, которая, опять же, если мы рассматриваем персонификацию в человеческом понимании. Так вот, руна Перт, которая является неким таинственным и неисповедимым, она является и определенным элементом не просто непостижимого или ассоциированного с тем, что с мистической птицей, которая сжигает сама себя. А получается, здесь есть определенный момент, что тайна не всегда доступна тем, кто пытается, не посвятив себя определенному деланию, проникнуть в нее. Я очень часто повторяю своим ученикам одну простую фразу, что вы можете изучать руны, читать о них, все, что только есть. И на полях интернета, и книги, и благо этих книг очень сейчас появилось много для того, чтобы познакомиться. Есть и те, кто преподают руны. В общем, пожалуйста.
Но что бы вы ни делали, сколько бы вы курсов не закончили, сколько бы вы книг не прочитали, сколько бы у вас наборов не было и сколько бы вы там не пытались практиковать, если вы не меняете свое сознание, руны вам не откроют свою глубину. Ярким примером является руна Пер. Постигнуть тайну можно только усердным проникновением или посвящением себя в течение этой тайны. Просто на поверхности готовые результаты, даже если вам откроют какие-то тайные сакральности, вы не сможете постичь всю глубину. Максимум, что можете навредить. Поэтому руны открываются только тем, кто посвящает себя этому изучению глубины рунической магии. Те поверхностные попытки познакомиться с рунами, они останутся поверхностными. Потому что к знанию, на мой взгляд, нужно относиться таким образом. Что ты будешь делать с этим знанием? Для чего тебе это знание? Вот я часто задаю вопрос на первой встрече, когда мы знакомимся, когда кто-то подает заявку на обучение. Прежде чем приступить к обучению, я прошу, чтобы мы пообщались. Ну, это не собеседование, это нельзя сказать, что я там собеседую, и по факту собеседования тут нет. Это, знаете, это в офисе собеседование, это там где-то на работу, когда вы принимаете. Я хочу познакомиться с человеком. И, естественно, человеку тоже нужно познакомиться со мной. То есть посвятить время, да, для того, чтобы открыть тайны, хотя бы приоткрыть тайны друг от друга. Во-первых, курс рассчитан на длинных 2 года. Как минимум общение раз в неделю, бывает чаще. И нам должно быть комфортно вообще. Должны комфортно общаться друг с другом. В конце концов, знаете как, человек должен быть симпатичен. Потому что с несимпатичным человеком заставлять себя общаться, или с человеком, который будет интересен, которого будет... Например, я кого-то раздражаю, не нравится мой фейс, мой голос не нравится, там, я не знаю, еще что-то не нравится, то не нужно. Не надо над собой совершать насилие. Вот в чем вопрос. Научиться абстрагироваться, это со временем приходит. Со временем это мудрость, магическая мудрость. Я могу общаться, в принципе, с любым человеком. Главное, чтобы у него было желание, знаете, оставить диалог. Так вот, при первой встрече, когда мы знакомимся, я задаю вопрос человеку, который хочет обучаться. Для чего ты хочешь изучать руны? Что вы хотите изучать руны? Какую цель вы преследуете? Или что вы хотите потом? Представьте, что вы изучите руны. Что дальше? Как вы хотите дальше двигаться? Что это вам даст? Чем это вам поможет? И ответы бывают очень разные. Кто-то говорит, что он хочет научиться помогать людям. Кто-то хочет из любопытства. Кто-то хочет там еще чего-то. Я не буду сейчас перечислять. Но самый главный момент, для чего человек берет изучение руны, почему руны его влекут. Руны — это древняя память, ваша древняя память о том, что вы когда-то это знали, с этим соприкасались. Это первый момент. А второй момент, почему влекут руны, это познание себя. На самом деле вас не руны влекут, просто руны вас привлекают. Влекут и привлекают — это разные вещи. Некоторые идут изучать руны ради моды, то есть модно руны изучать. Сейчас, кстати, мода потихонечку уходит, сейчас переключится какая-то другая мода. Там вот сейчас фильм «Ведьмак» выходит, какой-то там сезон, там сериал. Сейчас все кинутся в ведьмовство, все ведьмаки начнут там ведьмачить. На самом деле это серьезная наука.
Магия — это серьезная наука, которую следует изучать. Так вот, руны в первую очередь открывают познание о самом себе, притом очень жестко, резко и радикально. Из всех инструментов, с которыми я знаком, магическими инструментами, потому что я изучал и Таро, и магию Кастанеды, и многие другие направления продолжаю изучать, и ведьмовство, колдовство, чернокнижие. То есть вот эти все направления меня интересуют, я как вспоминаю. Знаете, вот это я все вспоминаю. И эта память обновляется. Но это все увлекательно, интересно. И всякий раз, когда я делаю, я сам себе говорю, как ты это можешь использовать, что это тебе дает, как тебя это обогащает, каким образом ты можешь продвигаться на своем духовном развитии. Поэтому мистической птицей, да, которая сжигает, это своего рода сжигание себя для возрождения. Для познания себя. Открыть тайну самого себя. И руна Перт здесь очень мощный энергетический инструмент, который помогает познавать себя. Здесь действует глубоко спрятанная, читаю дальше, спрятанные внутренние трансформирующие силы, даже то, что уже достигнуто, нелегко или неохотно разделяемо. Не как целостность подразумевается, но может прятаться под личиной, как бы неузнаваемо, или представлять собой загадку. В конце концов, становление целостного, как и способы этого становления, является глубокой тайной. На что намекает, на мой взгляд, Блюм в этой фразе? В том, что тайна, она всегда неуловима. То есть собрать себя целостно, это всегда неуловимо, потому что когда ты делаешь какой-то один элемент, узнаешь себя, то есть присоединяешь к себе, составляя себя целостным, то по отношению с прошлым, да, ты стал еще более целен, но эта как бы трансформация целостности, она предполагает понимание, что еще тебе нужно понять. Павел, приветствую вас. Что еще тебе нужно понять? Что тебе еще нужно увидеть? Чего тебе еще не достает? Порой мы не видим, например, второй шаг. Он для нас является не просто тайной, он для нас отсутствует, он находится как в темноте. Потому что первый шаг мы только узнаем, а второй шаг вообще темный. Темнота, тень. И только сделав первый шаг, мы соприкасаемся с каждым разом все с новой тайной, которая делает нас целостными. Вот на мой взгляд, в этом абзаце Блюм имел именно это. Здесь действует глубоко спрятанные внутренние трансформирующиеся, движущие. Даже то, что уже достигнуто, нелегко или неохотно разделяемо. Почему? Потому что оно стало целым, оно прилепилось к вам, это становится частью вас. Некая целостность подразумевается, но может прятаться под личиной, быть неузнаваема или представлять собой загадку. Почему загадку? Потому что каждый раз, узнавая что-то одно, мы понимаем, что мы еще чего-то не знаем. Это все является составляющие элементы того пазла, целой картины, которую мы составляем из себя. Вот я не просто выбрал, долго сомневался, экспериментировал со своим каналом, пробовал и так, и так, и так, но вот сейчас вот, когда я наконец-то понял, что исследование магии — это недостающие пазлы для моего совершенствования, и, быть может, те, кому интересна тема исследований магии, разносторонние исследования, это как раз те пазлы, которые они достают для своей души, для своего духа, вспоминая себя, делая себя целостным. Вот в чем вопрос. Поэтому пазл, он как бы символ такой головоломки, да, но головоломки увлекательной, головоломки, которая не просто ячейка в ячейку должна стать,
еще и головоломка, это должна совпасть и картинка, и она вырисовывает с каждым разом, приоткрывая. Вот перт это где-то даже такой вот момент, даже пазл, вот немножко, вот, если вы увидите на эмблему, то пазл даже напоминает перт в какой-то степени. Вот такие же очертания. Вот эта тайна при открывании, вот эти вот пазлик за пазликом, кусочек за кусочком, восстановление своей памяти, восстановление себя целостности. Я имею в виду, наверное, имел в виду и Блюм вот об этом. Читаем дальше. В плане земного или мирского, вы вполне можете столкнуться с сюрпризами, получить выгоды или награды, которые никоим образом не ожидали. В плане человеческой природы эта руна символизирует полет орла, полет устремлений ввысь, ничем не связанный, поднимающий вас над чередой бесконечных перемен к худшему, я бы добавил, или к лучшему, над течением обыденной жизни, расширению границ восприятия, от требования данного момента. Так вот, Блюм, у него есть такая черта, он чуть-чуть так вот к худшему, там, смирение, так вот раз, чтобы не сильно радовали, знаете, не радуйтесь сильно. Относительно данного момента символизирует полет орла. Вот я сам еще вот вернусь назад немножко. Земного или мирского вы вполне можете столкнуться с сюрпризами. Слово сюрпризами. Почему руна-перт это сюрприз? Знаете, у меня почему-то проходит такая ассоциация. Есть такая игра в вареники. Я не знаю, кто-то знает такую игру. Но обычно, когда семья собирается вся, но, во всяком случае, в традиции в Украине, я не знаю, есть ли в России, может, еще в каких-то народностях, культуре, собираются, лепят вареники или пельмени. Туда закладывают разные сюрпризы. Там, например, там перец, там, или соль, или какую-то бумажку с желаниями. Ну, по-разному, у всех по-разному. И они что-то символизируют. Вот это все варят, все нормально, и едят пельмени, и получают сюрпризы, да, вот там, и все такое. Это очень интересная такая игра, она веселая для дружной семьи. Вот. И все же знают, что там может что-то быть такое с подвохом, и кому-то что-то достается. Так вот, руна перт в данном случае, она может выдать все, что угодно. Потому что опознание тайны – это всегда такой момент. Вот, я чуть-чуть сделал манипуляцию, и, в принципе, можно продолжать. Куда-то интернет так раз отшатнулся. Сюрприз сделал, я говорю о сюрпризах. Сюрприз. Ну да, такое дело. Поэтому, сталкиваясь с некими сюрпризами, раскрывая тайну, нужно быть в определенном смысле готовым к разным сюрпризам. Потому что тайна – это в определенном смысле познание. А познание, оно таит шокирующие вещи. Шокирующие относительно чего? Потому что когда человек открывает тайны, не посвятив себя этому, то он ставит ложное ожидание. Вот зачастую мы попадаем в неприятности в силу того, что мы ставим определенные ложные ожидания, и эти ложные ожидания и приводят к определенным, вот как говорит, бесконечных перемен к худшему, чередой бесконечных перемен к худшему. Вот в чем вопрос. То есть завышенное ожидание или ожидание чего-либо получить в магии – это, как правило, удержание объекта. В магии любое ожидание, мечту или любое делание на результат требует отпускания. Эту тайну, к сожалению, ни один маг еще не разгадал, в чем смысл отпускания. То есть квантовая физика приблизилась к этому, что рассказывать квантовой
квантовых проявлений частички, или свет, или частичка, или волна, или частичка. То есть при наблюдении она превращается в частичку, а так ее характеристики волновые, фотона, например. Да? Поэтому здесь вот где-то вот этот вот момент квантовых проявлений частички, где есть наблюдение, она такая, а где есть нет наблюдения, она такая. То есть здесь стоит секрет, тайна, да, которую еще, я думаю, научно даже объяснять. То есть момент отпускания для того, чтобы это проявилось. Проявилось что? Проявилось то, к чему мы стремимся. А в противном случае у нас будут сюрпризы, потому что ожидаем одно, а на самом деле получаем совершенно иное. Это так. Читаем дальше. Будучи еще одной из рун инициатического цикла, напомню, это руны, которые, по мнению Блюма, который вытащил 13 рун, вопросив оракула о 15 рунах инициатического цикла, то есть то, что инициирует. Он и руну Перт называет инициацией. Он ее называет тоже, инициация. Руна Перт — это цикл инициации. Если кому это подходит, пусть будет. Вообще, мое мнение, что можно вытащить свои руны инициации, да, и принять их как определенные ступеники инициации к познанию. Я пробовал, и этот вариант потрясающий опыт. Ему рекомендую. Уже тем, кто изучил руны. Новичкам не рекомендую. Это немножечко небезопасно. Как небезопасно? Это вот как раз то, что может быть сюрпризом для вас. Будет сюрприз. Чтобы у вас не было сюрпризов, особенно неприятных. Лучше делать все беря опыт тех практиков, которые уже прошли. Знаете, уже есть же опыт. Зачем наступать на свои грабли и танцевать? Зачем? Пользуйтесь уже опытом тех, кто это прожил, кто понимает. Перт выражает интенсивно переживаемый аспект посвящения. Перт выражает интенсивно переживаемый аспект посвящения. Ничто внешнее не изменяет никакого значения, кроме того, как оно вам представляется. Кстати, здесь тоже есть определенная подсказка, потому что, во-первых, это то, что я говорил, одно мы представляем одно, а получаем другое. Чтобы не было обманутых ожиданий, нужно просто от этих ожиданий отстраняться, будем так говорить. Алекс, приветствую. То есть, иными словами, ничто внешнее не имеет никакого значения, кроме того, как оно вам представляется. Почему не имеет значения? Потому что у каждого свое представление об определенных внешних вещах, то бишь о своей реальности. Даже, представьте, я иногда привожу пример в личных консультациях или на факультативах со своими учениками. Например, я скажу электрический чайник. Все сразу поймут, о чем я говорю. То есть электрический чайник, они представляют электрический чайник. Но какой электрический чайник? Давайте я скажу, какой я представляю. Я представляю из нержавейки, цельная чаша, фирмы Bosch. Когда-то в свое время купил, он уже лет 10 у меня кипятит воду бессменно, полуодину. И с белыми пластмассовыми чашечками. Форма такая, знаете, плавно обтекающая. Уже вы чуть-чуть по моему описанию представили. Но пока вы его не увидите, у вас будет описание чайника электрического своего. Максимум в это представление, о котором я говорю, вы можете добавить цельнометаллический с нержавейки белого цвета фирмы Bosch. Но вы все равно будете видеть картинку совершенно иную. Поэтому и здесь, смотрите, ничто внешне не изменяет, не имеет никакого значения, кроме того, как оно вам представляется, видится, так как вы это видите.
Теперь смотрите, потрясающее, ну лично для меня, как открытие. Каждый из нас видит индивидуально, представляет индивидуально. Я вам больше скажу, если бы вы посмотрели на мой чайник, вы бы все равно его видели по-другому. Здесь есть некоторый смысл в том плане, что визуальные картинки, они индивидуально кодированы, это индивидуальный код. И как бы вам ни говорили, например, это руна Перт, она посвящение, там, инициация, там, и так далее, другие эпитеты, пока вы ее не проживете, вы не поймете, о чем говорят, о какой халве говорят, что она сладкая. Знаете? О какой халве? Слаще не станет. Вы, может, знаете, даже и не знаете, что такое сладость, например, кто никогда не пробовал. Поэтому в определенном смысле представление или открытие этого представления, оно сугубо индивидуально. И каждый открывает тайну, нету общей тайны. Понимаете? Каждый открывает личную тайну и так, как она ему представляется. Эта руна имеет отношение к глубочайшим пластам вашего бытия, основополагающим принципам, на которых покоится наша судьба. Перт символизирует в некотором роде опыт смерти. Если потребуется, позвольте уйти абсолютно всему, без всяких возражений и исключений. На карту поставлено возрождение духа, ни больше, ни меньше. То есть даже вот оно как. Это, знаете как, Перт еще ее иногда трактуют как жребий, бросить жребий или как игра, где ты можешь выиграть, можешь проиграть. Это как жребий, который может тебе выпасть. И он не обязательно может быть каким-то тем, которым надо. Не тем, которым надо. Поэтому каков опыт судьбы? Чему мы посвящаем? Можем ли мы управлять судьбой? Можем управлять судьбой. Но есть вещи, которые выпадают нам как жребий. Перт открывает этот жребий, который нам необходим. Никто не знает тот день и тот час, и даже не узнает причину. Просто перейдет. Это тоже нужно учитывать с учетом руны Перт. Вот в этом она сохраняет определенную таинственность. Вот в этом она создает некий такой ореол проложенной судьбы Норн. Да, Норны придут, нити судьбы, мы вплетаем узор, но мы не знаем, что в эти нити вложили Норн. Это для нас остается Пертом, неизведанным будущим. В перевернутом положении. Читаем дальше. Совет. Не питать излишних надежд и не рассчитывать на старый испытанный путь, поскольку старый путь подходит к концу. Вы просто не можете повторить однажды пройденное. Да, и непозволительно это делать. Соберите воедино ваши силы, растрачиваемые в туне, впустую. Да, будем говорить библейское слово в туне, да? Концентрируйтесь на своей собственной жизни, на том, что в данный момент требуется для вашего собственного развития, что не менее важно. Что не менее важно. На что я прокомментирую? Я остановился на запятой. Что не менее важно, Перт не советует вам. На том, что в данный момент требуется для вашего собственного развития. Совет не питать излишних надежд заключается в чем? Дело в том, что иногда мы берем свой опыт из прошлого, перевернутый Перт, опыт прошлого, открытые тайны прошлого. И мы пытаемся на наше будущее применить тот опыт, который для будущего абсолютно неприменим. В большинстве наши страхи, возникающие
возникающие относительно будущего, они основываются на опыте прошлого. Вот если в жизни у нас было что-то, там, например, мы испугались собак, то мы боимся собак. Если мы там боимся каких-то других вещей или каких-то поступков других людей, да, или еще какие-то вещи, вот этот вот опыт, он не дает нам двигаться далее. Он препятствует, он нас как бы с одной стороны, если смотреть на это именно как опыт мудрости, это нам помогает уберечь себя от непродуманных поступков, потому что на чем еще мы можем основываться, как не на собственном опыте. А с другой стороны, оно препятствует двигаться вперед. И вот где-то даже безрассудно открывать тайны. Понимаете? Поэтому в определенном смысле не питать излишних надежд и не рассчитывать на старый испытанный путь, поскольку старый путь подходит к концу. Это одна сторона. А с другой стороны, вот этот вот опыт нужно мудро воспринимать. То есть во всем должна быть мудрость. Любой опыт, который мы приобретаем, его не нужно натягивать на будущее. Его нужно анализировать и извлекать уроки. А вот у меня там было, вот там год назад такая ситуация, значит, она будет и повторяться. Тогда действительно, так как говорил Блюм выше, он говорил, полет устремленный ввысь, ничем не связанный, поднимающий вас над чередой бесконечных перемен к худшему. Вот что следует ожидать. Потому что мы, вспоминая прошлый негативный опыт, прокручивая его в настоящем, создаем его в будущем. Извлекаем уроки и идем бесстрашно вперед. Что не менее важно, Перт не советует вам что не менее важно, Перт не советует вам не приковывать свое внимание к последствиям, не ограничивать себя привязанностью к воспоминаниям о былых достижениях. Это я не читал наперед, честно я вам скажу. Это вот так вышло, что у нас совпадает. Поскольку, поступая подобным образом, вы лишаете себя истинного настоящего, единственного времени, в котором может быть реализовано изменение себя. Вот если бы я прочитал, я бы тогда это не комментировал. Знаете? Абсолютно согласен. Единственное время настоящее, в котором может быть реализовано изменение себя. Это факт. Читаем дальше. Вы можете оказаться доведены до изнеможения бесконечной чередой препятствий, громоздящихся на вашем пути. Тем не менее, у вас всегда есть выбор. Вы можете рассматривать эти негативные проявления в качестве злого рока, но можете осознать их и как полосу препятствий, как испытание, характерное для инициации, для посвящения, которое вы проходите в настоящий момент. Я остановлюсь здесь. Знаете, есть такая пословица: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Знаете, да? Так вот, примерно тот самый момент, когда зачастую мы говорим, у нас такая судьба, у нас там какие-то злой рок в нашей жизни, полоса неудач. На самом деле это говорит о нашем упрямстве. Или, как я люблю говорить, слово «дурак», нашей дурости. Вот мы будем проходить эти препятствия, вот мы будем их преодолевать, но мы будем их дальше преодолевать, нужно искать выход. Всегда нужно искать выход. Когда у вас есть препятствия в жизни, когда у вас есть какие-то вещи, которые вам не дают свободно и спокойно идти, нужно искать причины. И причины эти кроются в первую очередь в нас самих. Не во внешних, в нас самих.
Когда мы находим эти причины внутри себя, свою глупость, свое упрямство, свою дурость, иногда тупость, то мы тогда и видим, какие внешние препятствия нам нужно убрать. И уже оказывается, не такова судьба фаталична, или у нас злой рок, или у нас полоса неудач. Оказывается, просто нужно искать выход. Это, кстати, секрет успешных людей, кто не сдается. И руна Перт как раз, она открывает тайны только тем, кто посвящает себя. Потому что прежде чем открыть тайну, все равно столкнешься с кучей загадок, сюрпризов, неопределенностей. Если ты продолжаешь идти своим путем, то жизнь становится не полосой препятствий, а интересным приключением, насыщенным интересным приключением. Изменить отношения. Во втором случае каждая неудача, каждое унижение становится проверкой вашего характера. Когда ваша внутренняя сущность пребывает в процессе изменения и преобразования на глубинном уровне, необходимы терпение, постоянство и настойчивость. Читал я эту книгу давно, но я опередил Блюма в написании, как получилось. Поэтому придерживайтесь золотой середины, не теряйте чувство юмора и оставайтесь тверды в вере своей. Да будет так. Да будет так. Потрясающая руна, потрясающее описание, глубинное описание. Можете перечитать, можете пересмотреть, поразмышляйте. А у нас на сегодня все. Мы завтра поговорим о руне нужды и принуждения и, как говорит Блюм, страдания. Это руна Наутист. В его порядке это 7-я руна. В руническом футарке это 10-я руна последовательности. 10-я, да, 10-я руна. Поэтому завтра в 18:00, как всегда, я вас жду на своем канале для того, чтобы мы с вами разобрали руну Наутис в 18:00. Верю, что боги помогут, ничего у нас не поменяется. Кто не подписан, подписывайтесь. Кто не поставил на все уведомления, чтобы получать новые видео с канала Исследования магии, обязательно ставьте. С вами я, Ширман Василий, маг-исследователь. До новых встреч. Всего доброго вам. Пока.